Мы с вами пережили январь. Месяц, который в последнее время стал любимым для разного рода спекуляций от разного рода нехороших ребят, которые пытаются манипулировать датами и праздниками. Пытаются переворачивать календарь. Ну, не как в песне Шуфутинского 3 сентября, а прям в буквальном смысле запихивая туда политику. Неужели календарь может стать таким вот инструментом? Давайте разбираться. Это программа защиты исторической справедливости патриотического движения Победа 945. С вами я, Павел Кухаркин. Обязательно подпишитесь, многие из вас смотрят и не подписываются. Поставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Ну и, конечно же, ваши комментарии. Поехали! Календарь – это один из самых недооцененных инструментов управления. Он не просто сообщает, какое сегодня число. Он задает ритм жизни, когда работать, когда отдыхать, когда поститься, когда праздновать, какие даты считать святыми, а какие государственными. Именно поэтому спор о календаре – это спор о том, кто имеет право назначать норму – церковь или государство, традиция или новая власть, свой порядок или чужой стандарт. Сегодня обсудим решение, которое изменило привычный ритм жизни миллионов людей – смену календаря, либо же летоисчисления. Прежде чем разбирать, кто, как и зачем перевел Россию на григорианский календарь, нужно сделать 2 шага назад. Первый – понять, откуда вообще взялись юлианский и григорианский календари. Второй – почему православный мир не принял римскую поправку не из упрямства, а из принципа. Начинается все с юлианского календаря, введенного при Юлии Цезаре в 45 году до нашей эры по совету Александрийского астронома Созикина. Схема простая: 365 дней и добавление 1 дня каждые 4 года. Эта система стала общей для повседневной жизни и для церкви во всем христианском мире. А в восточно-христианской традиции Византии, а затем и на Руси, она укоренилась как устойчивый порядок, по которому выстраивался церковный год, богослужение, пост, праздники, расчет Пасхи. Со временем выяснилось, что юлианский календарь не точен. Солнечный год оказался длиннее юлианского примерно на 11 минут и 14 секунд. Кажется мелочью, но за столетие эта разница накапливалась. К 16 веку календарь сдвинулся приблизительно на 10 дней относительно астрономического равноденствия. Это стало проблемой для церкви, потому что смещение дат нарушало расчет Пасхи, главного христианского праздника, от которого зависит весь церковный календарь. Так появилась Григорианская реформа. В 1582 году Папа Римский Григорий XIII вводит новый календарный порядок, чтобы вернуть равноденствие на прежнее место и упорядочить пасхалию. Механика была чисто математической. Изменилось правило высокосных лет. Столетние годы перестали быть высокосными, если они не делятся на 400, поэтому 1700, 1800 и 1900 становятся обычными годами, а 2000 снова высокосный. Это создало новую шкалу времени. И здесь возникает ключевой вопрос: почему православный мир не сказал «спасибо за точность» и не перешел автоматически на новый календарь? К тому моменту христианский мир уже давно был разделен. Великий раскол 1054 года закрепил разрыв между Востоком и Западом. Суть спора была не о календаре, а о власти и догматике. Прежде всего о претензии папства на верховенство и о богословских расхождениях. В результате любая крупная реформа, исходящая из Рима, в православной традиции воспринималась не как универсальный стандарт, а как решение другой церковной юрисдикции, претендующей на то, чтобы говорить от имени всего христианства. Вопрос календаря здесь был не про точность. Он касался церковной самостоятельности и преемственности богослужебного порядка. Рим менял дисциплину, православные церкви не считали себя обязанными следовать за этими решениями. К 20 веку разница между календарями достигает 13 дней. Запад живет по одному стилю, Россия по другому. Для церкви это вопрос сохранения привычного литургического круга. Для государства все чаще вопрос практики. Международные договоры, переписка, расписание, делопроизводство требуют постоянного пересчета дат. И вот тут появляется Россия 1918 года. Уже не империя, а страна после слома старого порядка. Революция, смена власти, попытка собрать новое государство из обломков старого. Поэтому разговор о календаре в 1918 нельзя сводить к удобнее для торговли. Практический смысл там был
Да, но рядом стоял второй, идеологический. Новая власть хотела перестроить не только институты, но и ритм общественной жизни, отодвинув церковь из центра времени. Об этом мы дальше и говорим. А пока фиксируем основу. Есть два календаря, два исторических пути и один ключевой узел – момент, когда государство решает переписать время. В России переход на новый стиль произошел без долгих споров и комиссий. Его оформили так же, как в те месяцы оформляли все остальное – одним документом. 26 января 1918 года Совет народных комиссаров РСФСР принимает документ с сухим названием о введении в Российской Республике западноевропейского календаря. Подписанты Владимир Ленин как председатель СНК и Яков Свердлов как председатель ВЦИК. Бумага выходит в официальной печати, известиях в ЦИК, и с этого момента перестает быть предложением. Оно становится обязательной нормой для всей страны. Суть решения укладывается в одну формулу, которая звучит очень просто. После 31 января 1918 года наступает 14 февраля 1918 года. Между ними ничего. Дни с 1 по 13 февраля в гражданском календаре просто исчезают. В документах, которые начали заполнять с середины февраля, этих дат не существовало. Государство официально перепрыгнуло через 13 дней, чтобы поставить страну в один ряд с Григорианской Европой. Декрет формулирует задачу без лишней философии. Календарь вводится в гражданский обиход. Все государственные учреждения обязаны с 14 февраля 1918 года вести дело производства по новому стилю. Газеты меняют шапки дат, судебные и хозяйственные документы получают новую хронологию. В переписке и официальных бумагах на переходный период допускаются двойные даты, чтобы не запутаться в обязательствах, сроках и подписях, поставленных по старому и по новому времени. На бумаге это выглядело как формальная правка дат. В жизни как резкий сбой привычного ритма. Люди засыпали в стране, где было 31 января, а проснулись уже в середине февраля. Зарплаты, аренда, контракта, повестки, записки в метрических книгах и личных документах – все это требовало пересчета. Показательно и то, чего в этом документе нет. Там нет призыва к научной истине или к астрономической справедливости. Там нет богословских споров и объяснений про равноденствие. Есть только государственный язык. Удобно, порядок, унификация. И вот здесь начинается линия, которая далее выйдет на первый план. Формально переход на григорианский календарь выглядел как техническая мера, но он проводится в стране, которая только что пережила революцию, ликвидировала старую систему власти и объявила курс на перестройку общества. За сухой формулой после 31 января наступает 14 февраля скрывается не просто желание синхронизироваться с Европой. Это было заявление о праве государства самостоятельно задавать ритм жизни уже без оглядки на церковное время и на дореволюционную традицию. Официально этот шаг объяснили предельно приземленно. После революции у новой власти появился свой рабочий язык. Язык хозяйства, ни веры, ни символов, ни традиций, а сроков, оборота и документов. Именно на этом языке и стали говорить о календарной реформе. Логика выглядела простой. Весь внешний мир уже жил по григорианскому стилю. Европа, США, торговые партнеры, международные структуры. У всех был один счет времени. Россия оставалась сдвинутой на 13 дней. Юлианский календарь в этом контексте назывался не священным и не традиционным, а банально неудобным, потому что его расхождение с международным стандартом ломает единый документооборот. В мире, где телеграф уже делает расстояния короткими, а торговые цепочки длинными, разница почти в 2 недели превращается из культурной особенности в административную проблему. Государство подчеркивало, дело не в том, какой календарь правильнее, дело в том, что один работает в международной системе, другой нет. И вот здесь возникает важный разлом, который становится заметен не сразу. Официально календарь объявляется инструментом хозяйства, но очень быстро он стал работать как средство перестройки символов и привычек, потому что вместе с датами сдвигались не только платежи и отчеты, сдвигались праздники, памятные дни, юбилеи, сама логика до и после. И именно этот момент, когда технический аргумент начинает менять культурный ритм, выводит нас к следующему узлу. Тому, как в 1918 году календарь становится частью более широкой политики разрыва с церковным временем и выстраивания нового, уже государственного, сакрального порядка дат. Важно отметить, что календарная реформа 1918 года не возникает на пустом месте. Она стала частью цепочки решений, которыми новая власть последовательно выводила церковь из роли общественного регулятора
и переводила страну на государственный ритм жизни. Юридическая рамка этой линии появляется раньше, чем исчезают февральские дни. 20 января 1918 года Совет народных комиссаров принимает декрет о подделении церкви от государства и школы от церкви. Формулировки там предельно прямые. Церковь теряет статус части государственного механизма, религиозное обучение выводится из системы школ, правовое поле перестраивается. На этом фоне новый стиль перестает выглядеть как техническая правка. Он становится логическим продолжением той же линии, и время объявляется делом государства. Ритм общественной жизни от рабочих дней до памятных дат больше не выводится из церковного круга, а задается административным решением. Практический эффект появляется быстро и ощутимо. Возникает двойная хронология. Гражданская сфера живет по григорианскому счету, документы, учреждения, официальные праздники, отчеты. Церковная по юлианскому, богослужебный год, пост, фиксированные праздники, пасхальный цикл. Две шкалы времени идут рядом, но не совпадают. Самый наглядный пример – революция. Захват власти большевиками произошел 25 октября 1917 года по юлианскому календарю, то есть 7 ноября 1917 года по григорианскому. После перехода на новый стиль первая годовщина отмечалась уже 7 и 8 ноября. И дальше праздник закрепляется именно на ноябрьских числах, хотя сама революция называется Октябрьской. Так и возникает частое непонимание наших современников, почему вот революция Октябрьская, а празднуем мы ее в ноябре. Но этот сдвиг затронул не только политику, он затронул самый устойчивый слой повседневности – религиозные праздники. Наиболее заметные и до сих пор вызывающие споры и манипуляции – это Рождество. В юлианском календаре Рождество, как и в григорианском, приходится на 25 декабря. После перехода на гражданский григорианский счет эта дата смещается на 7 января. Для верующего человека праздник остается на своем месте – 25 декабря по старому стилю. Для государства и светской жизни он существует уже как январская дата. Один и тот же день начинает жить в двух разных календарях. Та же логика работает и с другими фиксированными датами церковного года. Богоявление, крещение 6 января по юлианскому в гражданском календаре оказывается 19 января. День памяти святителя Николая Чудотворца 6 декабря по старому стилю в новом счете становится 19 декабря. Каждый такой пример – это точка, где семейная традиция, церковный календарь и государственная дата начинают расходиться в пространстве и времени. В результате страна привыкает жить сразу в двух временных режимах. Официальные праздники и памятные даты идут по одной шкале, церковные по другой. Личные события, венчания, крестины, поминовения ориентируются на старый стиль, а документы и справки на новый. В быту появляется постоянная приписка по старому и по новому стилю. Так формируется эффект, который переживает саму эпоху 1918 года. Календарь перестает быть общим знаменателем для всего общества. Он становится границей между двумя ритмами жизни – государственным и церковным, официальным и традиционным. И именно здесь разговор о пропавших 13 днях выходит за рамки удобства и расписаний. Речь идет о том, как через даты, праздники и юбилеи переписывается сама карта памяти и как устранялась роль церкви в формировании общественного быта. Переход 1918 года оставил после себя не только исчезнувшие дни в календаре, но и долгий след в устройстве страны. Государство выбрало один счет времени, церковь сохранила другой. И между ними возникло пространство, где даты перестали быть просто числами и стали маркерами принадлежностями к традиции или к новому порядку. С тех пор календарь в России это не про точность и не про удобство. Это про границу между прошлым и настоящим, которую провели документом и закрепили в повседневной жизни. И каждый январский и ноябрьский сдвиг напоминает время. Здесь однажды уже переписали, его следы до сих пор читаются в праздниках, в памяти, в языке самой истории. Но это наша культурная традиция. И когда сюда залазят с различными манипуляциями, выглядит это очень жалким. А для того, чтобы не вестись на эти манипуляции, провокации и споры, нужно знать просто причинно-следственную связь. Когда что появилось и почему оно работает так. Существует просто два календаря, а даты там совпадают, но не совпадают в реальной жизни. На этом все, друзья. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч. Пока!